Он сыпал именами, а сам незаметно для Ланы настойчиво подталкивал Штерна к дверям его комнаты, и, растерявшийся от неожиданного визита, Штерн покорно впустил гостя к себе в комнату. «Скромно живете», — заметил Никольский, цепко оглядывая жилище, — «но уютно. И Ланочка у вас соседка замечательная, а уж Николай Гаврилович — сущий военный теоретик». «Гляди ты», — хмыкнул про себя Штерн. Он уже со всеми перезнакомился, хитер хорек. Никольский меж тем уже бесцеремонно распоряжался в комнате. Достал из неведомо откуда взявшегося портфеля и поставил на стол бутылку коньяка, уложил в тетушкину хрустальную вазу румяные глянцевые яблоки и несколько мандаринов, умело вскрыл коробку московских шоколадных конфет. Никольский ловко открыл коньяк, разлил его по рюмкам и посмотрел на хозяина комнаты. «Ну, за знакомство», — предложил он. Они выпили. Коньяк был терпким и отдавал шоколадом. Такой коньяк Аркадий Наумович в своей жизни пил только раз, после того, как полет Минтеева и Усыскина во время внезапно начавшегося урагана, о котором не предупредили, да и не могли предупредить метеорологи, закончился невероятной удачей. Профессор Тихомиров тогда привез прямо в ангар бутылку еще дореволюционного коньяка. Шустовский, которым они и отметили второй день рождения благополучно приземлившихся товарищей. А любопытство-то гложет. Подмигнул Штерну гость. По глазам вижу, что снедает вас любопытство. Зачем ты ко мне, товарищ Никольский, пожаловал, что тебе надо от уставшего человека? Штерн промолчал. Никольского молчания хозяина не смутило. Он снова разлил по рюмкам коньяк и поднял свою, за взаимопонимание. Выпили за взаимопонимание. Как вы меня нашли? Спросил Аркадий Наумович. Вы знаете, элементарно. Никольский ловко очистил мандарин и бросил дольку в рот. Мне попалась фотография, на обороте которой были ваши данные. Я и послал запросы в адресное бюро Москвы и Ленинграда. Минтеева я уже живым не застал, а с вами мне повезло. Так что же вы от меня хотите? Спросил Штерн. Взаимопонимание, повторил Никольский. Как я понимаю, ваша научная школа разгромлена. Почти все отбыли сроки в тюрьме и в настоящее время от исследований отлучены. А наука не должна стоять на месте. Вашей группой в свое время были собраны ценнейшие научные данные, которые волей обстоятельств оказались под спудом и долгое время не были востребованы. Пришло время вернуться к ним. Наука нуждается в вашей помощи, Аркадий Наумович. Все, что мы обнаружили, имеется в отчетах, пожал плечами Штерн. Боюсь, не смогу быть вам полезным. С отчетами получается какая-то неразбериха, доброжелательно улыбнулся Никольский. Еще в 30-х на них был наложен гриф секретности, а перед войной все отчеты были затребованы государственной безопасности. Причем запрос подписал лично Лаврентий Павлович. Вы не находите, что подобные меры предосторожности излишни для обычных документов о состоянии атмосферы, атмосферном давлении и атмосферных явлениях? И какой же вы сделали вывод? Усмехнулся Штерн. Я пришел к выводу, что вашей группой было сделано серьезное научное открытие, которое имело оборонное значение. Тогда наложенные запреты могли быть оправданы. Война была на носу. Но сейчас другие времена, и ваше открытие должно стать достоянием научной общественности. Вот оно что. Штерн покачал головой. Лавры вам спать не дают. Мы, дорогой товарищ, за наши научные изыскания получили на полную катушку. А вам подавай результаты. Чем вы за них готовы заплатить? Вы имеете в виду деньги? С легким презрением спросил Никольский. Штерн покачал головой. Что мне деньги? Вы даже не догадываетесь, чем вам это знание грозит. А если оно грозит вам? Отлучением от науки. Если единственной расплатой станет многолетнее заключение или даже смерть. Вы готовы надеть терновый венок мученика? Или рассчитывали, что получите данные нашей группы и с барабанным победным боем двинетесь по ступенькам научной карьеры? Никольский натужно улыбнулся. Вы утрируете, Аркадий Наумович, сказал он. Времена Ежова и Берии прошли. Вот уже генетические исследования разрешили, кибернетика постепенно перестает быть лженаукой. Прогресс неумолим. Почему вы считаете, что обнародование ваших открытий несет в себе опасность? Вы глупы и недальновидны, сухо сказал Штерн. Вам все рисуется в розовом свете. Мне искренне жаль, но нам с вами ни о чем говорить.
Дело не в том, что я не склонен вести беседу. Просто не хочется, чтобы в результате моей разговорчивости пострадали посторонние. Например, вы. Он встал, поднялся и Никольский. Я думал, что вы все еще остаетесь ученым, с сухой обидчивостью сказал он. Теперь я вижу, что ошибся. Вы не ученый, вы трус. А скорее всего, вы просто делегат науки. Теперь я более склонен верить тем, кто утверждал, что никакого открытия не было, и вы извлекали из аэронавтики личную выгоду. До свидания, гражданин Штерн. Выйти из комнаты. Он не успел. Белый от бешенства, Штерн, схватив его за галстук, намотал шелковую материю на кулак. «Повтори», – прошепел он. «Повтори, что ты сейчас сказал, сволочь. Пустите». Никольский побагровел с хриплым свистом, втягивая ртом воздух. «Вы меня задушите. Отпустите немедленно». Штерн опомнился и отпустил галстук. Никольский трясущимися руками принялся приводить себя в порядок. «Я имею в виду, что теперь более склонен доверять тем, кто рассказывал о том, как вы перевозили на воздушных шарах золото из Сибири», — сказал он. «Это больше похоже на истину, нежели мифические открытия. За открытие не сажают, сажают за преступление. Убирайтесь», — сказал Аркадий Наумович. «Забирайте свою паршивую бутылку, свои фрукты и конфеты. И чтоб духу вашего здесь не было». Никольский что-то зло пробормотал и выскользнул из комнаты. Аркадий Наумович схватил бутылку и конфеты, подскочил к входной двери и швырнул их вслед спускающемуся по лестнице Никольскому. Бутылка со звоном разбилась, конфеты разлетелись по лестничной площадке. Никольский втянул голову в плечи и стремительно скатился по ступеням. «Что случилось, Аркадий Наумович?» – тревожно спросила с кухни Лана. «Вы поругались». Штерн закрыл дверь и некоторое время стоял, прислонившись спиной к стене. «Все нормально», – не открывая глаз, проговорил он. «Все хорошо. Если вам не трудно, Ланочка, принесите мне капли. Они на верхней полке серванта. Ленинград. Октябрь 1957 год. Что творилось сегодня в эфире, что творилось?» Каждые полчаса торжественно и сурово, как в годы войны, он объявлял о взятых городах и выигранных сражениях. Диктор Левитан сообщал о запуске первого искусственного спутника Земли. Бип, бип, бип. Звучали по радио сигналы летящего на огромной высоте спутника, вызывая зубовный скрежет капиталистических кругов, которые сами обещали запустить в космос ракету, да не сумели догнать страну Советов, делающую семимильные шаги в научном и экономическом развитии. «Вы слышали, Аркадий Наумович?» Постучала в дверь комнаты Штерна соседка Лана. «Наш спутник в космос запустили. Включите радио, Аркадий Наумович». Штерн не испытывал никакого желания слушать по радио тиражированную многократно ложь, но сидеть за закрытой дверью было глупо. Не оставляли Штерна в покое специалисты по борьбе с носителями вражеской идеологии, то наблюдения негласно ведут, то на беседы вызывают, а то и подсылают своих агентов в качестве собеседников. Не то чтобы Аркадий Наумович верил в причастность этой милой и симпатичной девушки к деятельности компетентных органов, но, как говорится, береженого Бог бережет. В конце концов, в квартире могли просто установить какие-нибудь подслушивающие аппараты. Техника-то за последние годы вон как далеко шагнула. Аркадий Наумович отпер дверь, ласково улыбнулся девушке. «Да слышал я уже, Ланочка, несколько раз слышал. Сказал, молодцы наши ученые, правда». Вспыхнула улыбкой девушка. «Представляете, летит среди звезд ракета и на весь мир сигналы подает. Теперь, наверное, скоро и люди полетят. Ведь полетят, Аркадий Наумович. Непременно полетят», заверил девушку Штерн. «Ланочка, можно вас попросить? Не забежите в аптеку. Мне вас так не хочется обременять, но что-то у меня сердчишко прихватывает, а капли уже почти кончились. Конечно, конечно». Девушка взяла деньги и умчалась на улицу. Аркадий Наумович с улыбой глянул ей вслед. Лана была полной противоположностью своей бабке. Молодость, молодость. Аркадий Наумович вдруг почувствовал жесточайшую обиду на весь мир. А ведь все могло быть иначе. Могла у него быть вот такая симпатичная жена, дети и даже внуки. Все. Таки 42 года. А вместо этого достался экибастузский лагерь, выматывающая работа в забое, после которой невозможно отдохнуть в набитом людьми бараке. Штерн подошел к зеркалу.
В зеркале отразился мрачный лысый тип, нездоровой полнотой и землистостью лица, напоминающий какого-то упыря. На вид этому типу можно было дать все 55 лет или больше, но уж никак не 42. Аркадий Наумович лег на диван, закинул руки за голову и задумался. Он слышал, как сигналит таинственный спутник по соседскому радиоприемнику. Похоже было, что живший этажом выше, Слонимский, сделал звук на полную мощность и наслаждался триумфом советской науки. Тогда, в мае 1954 года, на Литейном его принял подполковник госбезопасности Аврудский Валентин Николаевич. Это был интеллигентный 35-летний мужчина, ничем не напоминающий Костоломов-Ежова. Он был остроумен, начитан, ироничен и все время пытался загнать Штерна в хитрые ловушки. Опять речь зашла об аварии, и снова работники госбезопасности пытались выяснить что-то, ничего не называя своими именами. «И все-таки вы подумайте», — сказал Аврудский. «Это нужно для блага государства. Вы же советский человек, Штерн, согласен с? Вами обошлись несправедливо, время было такое. Согласен, с вами и сейчас обходятся несправедливо. Но вы поймите, идет холодная война, и мы не имеем права проигрывать. Весь мир смотрит на нас. А тут вы со своей правдой. Нельзя допустить, чтобы ваши знания стали достоянием общественности. Это же контрреволюционный переворот общественного сознания. Неужели вы этого не понимаете? Не понимаю, сказал Штерн. Это же правда, а правда не может быть опасной. Ах, уж эта инфантильная вера интеллигентов во всемогущество правды. Усмехнулся подполковник Аврудский, всплеснув руками. Кому она нужна, ваша правда? Важнее правды чувство всеобщей безопасности, уверенность в завтрашнем дне. Что вам важнее, безопасность нашей страны или возможность прокукарекать на весь мир о том, что вы знаете? И ведь еще не факт, что вы во всем правы. О чем мы говорим? Спросил Штерн. Ну скажите, назовите предмет нашего спора, и тогда я, может быть, вам поверю. А вы провокатор, нервно хмыкнул Аврудский. Нет, вашему будущему я не завидую. Вы знаете о судьбе Минтеева. Откуда, пожал плечами Аркадий Наумович. Нам запретили поддерживать какую-либо связь, он умер в прошлом году, внимательно. Следя за выражением глаз Штерна, сказал ГБшник. У него был проведен тщательный обыск. Как вы думаете, что мы у него нашли? Я не специалист по обыскам. Ничего, проскандировал подполковник. Совсем ничего. Ни научных записок, ни воспоминаний, ни каких-либо упоминаний о событиях 1936 года. Совсем ничего. А чему удивляться, усмехнулся Аркадий Наумович. Я тоже стараюсь не вспоминать. И расчетов никаких не веду. Нас тогда очень серьезно напугали. На всю оставшуюся жизнь. Значит, у Минтеева ничего не было, сказал Аврудский. И вас осталось трое. Никого не осталось, гражданин подполковник, сказал печально Штерн. Никого. Фактически нас нет. С того самого дня, когда оказалось, что наша правда никому не нужна, наша наука оказалась вредна для государства, а наши знания настолько опасны, что нас готовы были расстрелять. Не надо так трагично, успокоил гэбист. Судьба единицы – ничто по сравнению с судьбами миллионов. Вы правы, согласился Штерн. Допустимо затоптать колос, спасая поле. Только вот как-то забывается, что это поле состоит именно из колосков. Ладно, сказал Аврудский. Если вам станет легче, то я готов извиниться перед вами. С вами действительно были несправедливы. Но вы поймите, теперь у них атомная бомба, и у нас есть такая бомба. У них есть средства доставки этих бомб, и у нас они есть. Но нужно нечто такое, что будет у нас и не будет у них. Понимаете? Да, сказал Штерн. Сейчас они впереди, и мы спим беспокойно. Вам хочется, чтобы впереди были мы, пусть тогда не спят они. Вам не кажется, что у этой гонки никогда не будет победителя?